Хочется творить, хочется думать, хочется работать. Есть люди, у которых руки деревянные. Знаю таких парочку. И что им делать тогда? За камерой стоять. Всем привет, с вами Ксюша и Миша. Всем доброго дня. Это видео будет достаточно короткое, но очень информативное. Покажу вариант декоративной штукатурки для ленивых. Для этих целей потребуется валик и кельма. Для начала необходимо размешать полимерную шпаклевку. Для того, чтобы было проще, можно купить в магазине готовую. Такой вариант подойдет для помещений с умеренной влажностью. Перед тем, как будете наносить шпаклевку, обязательно прогрунтуйте основание. Так шпаклевка будет держаться гораздо лучше. Шпаклевка должна получиться не очень густая, то есть она должна быть такой консистенции, чтобы легко набиралась на валик. Хорошо размешали шпаклевку, чтобы не было в ней комочков. Далее берем валик с длинным ворсом. Можно использовать старый валик, главное, чтобы он был предварительно смочен водой. Набираем вот таким образом. Легкими движениями, короткими, можно елочкой, наносим шпаклевку, делая легкую шубу. Когда наносите шпаклевку валиком, главное делайте стык, чтобы был максимально неровно. Такой вариант нанесения подойдет именно для тех, кто боится начать, то есть первый раз делает, то есть это очень простой вариант. После высыхания шпаклевки наносим второй слой тем же самым валиком. Для второго слоя нам потребуется ванночка для краски. Переливаем туда шпаклевку, небольшое количество. Далее набираем на валик шпаклевку, только уже с ванночки, и хорошенько его отжимаем, чтобы на валике было небольшое количество материала. Делаю короткие движения, не полностью заполняя предыдущий слой шубы. Легкими, едва касающимися движениями. Главное их делать короткими и сильно долго не наносить на одно и то же место, чтобы не получалось слишком большого островка. Белым по белому особо не видно, но я уже нанесла где-то метр квадратный образца, то есть сделала вот такой вот уголочек. Далее беру кельму, можно также воспользоваться обычным шпателем. Кельму я буду использовать вот такую, подойдет любая другая, то есть венецианская, либо обычная строительная. И начинаю приглаживать. Старайтесь подойти для приглаживания именно в тот момент, когда шпаклевка еще сырая и податливая, то есть легко именно приглаживается. Если после приглаживания вы видите, что у вас не хватает где-то островков, то можно их добавить точно так же валиком. Наносим точно таким же образом дальше. Главное делать состыковку максимально кривой, чтобы рисунок у вас не переходил квадратами, то есть не было состыковки такой слишком грубой. Так, прям легкими движениями закрывайте все верхушки. То есть где-то у вас чуть больше осядет шпаклевки, где-то поменьше. За счет этого и будут образовываться разные островки. И приглаживаем. Закидали всю поверхность островками, разгладили их и далее оставляем до полного высыхания в течение суток. После высыхания фактуры ее необходимо загрунтовать, а потом наносим краску. А загрунтовать чем? Грунтовкой. Какой? Любой. Хороший. Поточнее. Пропиточной, либо глубокого проникновения. Или подожди, пропиточное и глубокого проникновения это одно и то же? Например. А укрепляющее это другое. Любой пропиточной грунтовкой. Ну да. После того, как наша фактура высохла, ее необходимо загрунтовать любой пропиточной грунтовкой. Даем ей 1,5 часа высохнуть и наносим краску. Краску лучше всего выбирать моющуюся с легким блеском. Для этих целей я выбрала шелковисто-матовую краску. Наносить я ее буду валиком с длинным ворсом. Чтобы выбрать точно шелковистую краску, необходимо выбирать с нумерацией 7. На баночке прям так и будет указано, что цифра блеска у нее 7.
Цвет у меня такой легкий серо-бежевый оттенок. Для тех, кто захочет повторить точно такой же цвет, то номер его напишу под видео. На стыке с белой шпаклевкой хорошо видно, что краска имеет цвет, что она не белая. Также в процессе высыхания она наберет насыщенность и станет темнее. Покрыли шпаклевку полностью краской. В принципе, можно так все и оставить. Это достаточно легкий способ нанесения. Но мы его чуть-чуть усложним. Поэтому пока краска сохнет, готовим воск декоративный. В обойный клей я добавляю 1/3 лака. В кувшине у меня уже разведен клей для флизелиновых обоев в количестве в 2 раза больше, чем лак, который я туда добавила. Также добавляю туда серебристую перламутровую краску, но это, так сказать, делаем по вкусу. То есть небольшое количество добавили и размешали. Смотрим, насколько блестящий оттенок у воска получается. Если он недостаточно блестящий, то можно добавить еще туда перламутра. Также я в эту смесь еще добавлю каплю черного колера, чтобы чуть-чуть были темнее углубления. Буквально капельку. Размешиваю хорошенько. Добавляйте совсем немножко, чтобы буквально чуть-чуть затемнить воск. Далее берем обыкновенную пустую банку из-под шампуня, можно из-под любого другого моющего средства, и переливаем туда воск. Все полностью воск переместили в банку. Закрываем хорошенько банку, берем губку для нанесения воска, открываем саму баночку шампуня и легонечко выдавливаем из нее воск. Небольшое количество выдавили, закрыли банку и начинаем наносить. Наношу круговыми движениями, втирая именно вовнутрь, в углубление. В общем, все это делается достаточно легко и просто. И у нас начинает под боковым светом поверхность слегка блестеть. Очень напоминает такой жемчужный блеск. Вы часто спрашивали, кстати говоря, по поводу того, как сделать жемчужный блеск. Вот он, пожалуйста. Вполне напоминает именно жемчужный отблеск. Такая ненавязчивая фактура и нежный блеск очень хорошо подойдет для гостиной, к примеру, либо для спальни. Также хорошо будет смотреться в большом коридоре. Опять же, расходуется воск немного, то есть вот такой вот банки хватит где-то на 8 квадратных метров. Закончили с первым вариантом декора. Так можно все это оставить, то есть через 1,5 часа высохнет наш воск самодельный и поверхность готова. Делается он достаточно легко и просто. Сверху лаком защиты здесь не нужно, так как мы использовали моющуюся краску. Если краску использовать попроще, то тогда необходимо будет защитить всю поверхность после нанесения воска лаком. Сама фактура у нас не очень рельефная, поэтому в следующем варианте я покажу вам, как можно подчеркнуть ее рельеф минимальный и сделать его более явным и более глубоким. Для этих целей мы будем использовать опять ту же самую краску 3 оттенков. Самый светлый, я буду использовать белый, вы можете выбрать любой другой, который вам нравится, средний и очень темный. Начинаем со среднего цвета и закрашиваем всю поверхность. Буду использовать ту же самую краску, что и на первый слой, то есть тоже шелковисто-матовая 7. Этот вариант оттенка будет более песочный, более насыщенный, чем первый. Для перекраски всегда используется либо такую же краску, либо более хорошего качества, то есть хорошим сцеплением к поверхности. Если у вас был нанесен перед этим глянцевый лак, то его необходимо, конечно, будет зашкурить. То есть наждачкой 320 либо 400, но это только в том случае, если у вас был глянцевый лак нанесен. Нанесли первый слой краски, далее приступаем к тому, чтобы сделать самодельный воск. Берем самую темную краску и переливаем ее в заготовленный клей для флизелиновых обоев.
Клея использую в 2 раза больше, чем краски. 1 часть краски, 2 части клея. Можно также добавить сюда серебристую либо золотистую краску. Также подойдет бронза. Но я буду использовать без блесток, чтобы был у нас эффект более матовый. После того, как краска высохнет, наносим получившийся воск на нее при помощи валика и убираем сразу скребком для мытья окон. Расход у такого воска будет где-то 100 грамм на квадратный метр, это даже с небольшим запасом. Наношу я тоненьким слоем, то есть не очень жирно. Стараюсь раскатывать и наносить равномерный слой воска. Тогда получится в углублениях одинаковое количество и не будет эффекта, что где-то на стене темные места, где-то более светлые. Беру скребок и убираю с тех мест, где уже нанесла. Делаю я это вот такими движениями, достаточно размашистыми. Стараюсь делать это быстро. Стараюсь не пропускать никаких мест, чтобы не было наслоения. Скребок использую я самый обычный, вот для мытья окон. То есть посмотрите, чтобы вот именно мягкость была его эластичной, при этом мягкий. После того, как нанесли воск, дадим ему полностью высохнуть в течение 1,5-2 часов. После этого приступаем к нанесению слоя краски. Для этих целей нам потребуется губка, желательно, чтобы она была целлюлозная, и 2 цвета краски, те, которые вы хотите. Лучше все-таки, чтобы они были светлее, чем основной цвет штукатурки. Наношу на одну часть губки бежевый цвет. Бежевый использую тот, который использовала в первом слое. Также вторым цветом использую белый, то есть наношу на вторую часть губки. Главное первые мазки делать очень аккуратно, то есть едва касаясь поверхности. Вот такие вот легкие мазки делаем по поверхности. Тем самым мы слегка сглаживаем эффект воска и слегка выделяем верхушки. Если правильно подобранные цвета, если они именно высветляют сейчас островки, то здесь абсолютно не важно, насколько вы умеете, не умеете губкой наносить. То есть это делать очень просто. Вот сейчас хорошо заметны места переходов, то есть насколько высветляется поверхность, насколько островки становятся более светлыми, более явными. Углубления, опять же, темнее смотрятся. И хорошо сглаживаются переходы воска. Например, если вы хотите все это сделать в одних тонах, то есть нанесли краску, нанесли воск, и у вас где-то воск прям вот лег пятнами, то можно также губкой всю поверхность пройтись первым цветом, то есть первым слоем, прям выбеливая. Тот цвет, который вы наносили первым, наносите его сверху по всей поверхности, именно по верхушкам, по островкам, и этим самым сглаживаете переход воска. Все, на этом этапе мы закончили со вторым вариантом покраски декоративной штукатурки. В этом случае получился у нас средний вариант по насыщенности, очень теплый цвет, приятный глазу. Делается это все достаточно просто, и простые материалы при этом используются. Далее делаем третий вариант покраски. Будет использоваться темно-зеленый цвет, такой насыщенный. За счет того, что он очень яркий, он укрывает не самым лучшим образом, поэтому рассчитывайте краски на 2 слоя. И перекрашиваем нашу основу в этот насыщенный зеленый цвет. Как видите, перекрасить фактуру, которая у нас получается, достаточно легко. То есть, если надоел вам цвет вашей декоративки, то можно его легко изменить. Главное, чтобы у вас не была декоративная штукатурка покрыта венецианским воском. Миша, я же говорила, близко не подходи. Окрашивать я буду в 2 слоя, поэтому за кадром нанесу второй слой. Высыхание у краски 1,5 часа, поэтому через 1,5 часа наносим второй слой. Пока краска сохнет, начинаем готовить декоративный воск. Берем акриловый лак, добавляем в него черный пигмент. Делать будем воск достаточно насыщенный черного цвета, поэтому... О, здесь куда?
И также добавлю туда блестки. Блестки у меня голографические. Добавляем туда эти блестки. Такие очень красивые, имеют перелив, отблеск. Он такой разный у них. Есть и холодные, более теплые блестки. То есть выбираете блестки, которые не блестят именно одной гранью, а которые имеют такой многогранный блеск. Смотреться будут они гораздо эффектней на темной поверхности. Также можно использовать вместо блесток обычную серебристую краску. Далее переливаем этот лак в клей. Воск должен быть хорошо размешан, тем более, что он у нас с блестками. И точно так же воск наношу при помощи валика и буду убирать излишки скребком. Обязательно пишите, какой вариант вам больше всего понравился, первый, второй или третий. Наношу я, как обычно, но более толстым слоем, то есть здесь слой воска должен быть слегка потолще. Беру скребок и опять разглаживаю. В процессе нанесения воска обязательно делайте состыковку, чтобы она была именно такая извилистая, кривая, то есть там, где будут места наслоения, а они будут эти места, чтобы они смотрелись достаточно естественно. После первого слоя воска, на мой взгляд, недостаточно затемнились углубления и кое-где остались пятна. По этой причине наношу второй слой после высыхания первого слоя воска. Точно таким же образом при помощи валика наношу и скребком убираю. Делаю я это не дублируя первый рисунок, то есть делаю состыковку уже не по первому слою, а как бы новый рисунок. Стараюсь не повторяться, то есть если у меня стык приходился здесь, то теперь я стык делаю чуть выше. И наношу другую диагональ. И скребком сразу убираю. Делаю уже другие движения в разные стороны, то есть стараюсь заполнить все углубления со всех сторон. То есть первый слой я заглаживала движениями вниз, второй слой я уже противоположными движениями вверх заглаживаю, чтобы заполнились углубления все равномерно и во все стороны. Делаю следующий слой внахлёст со стыком, закрашивая именно стык от предыдущего слоя. Третий вариант декора у нас готов. Обязательно пишите в комментариях, какой вариант вам понравился, первый, второй или третий. Данные варианты декоративной перекраски подойдут в тех случаях, когда у вас декоративная штукатурка нанесена и покрыта лиссирующим воском, в составе которого нету натурального пчелиного. То есть тот, который используется для лиссировки, а не для того, чтобы придать глянец венецианской штукатурке. Такой вариант нанесения скрывает мелкие неровности, дефекты. К примеру, если поверхность выровнена у вас под обои, как-то ее финишно выравнивать не нужно. То есть можно такой эффект наносить сразу на стены, подготовленные под обои. Если такой вариант использовать на кухонный фартук, то лучше его защитить лаком. Лак, смотрите, либо выбирайте двухкомпонентный полиуретановый лак, либо также можно использовать эпоксидную смолу. Для ванн, для влажных помещений тоже двухкомпонентный полиуретановый лак, либо эпоксидная смола. Там уже кто чему доверяет. Что еще? Цвет. Вот последний вариант, я голосую за последний вариант, мне все-таки больше всего понравился, потому что очень редко мы используем у нас в видео зеленые оттенки. Вообще, в принципе, их почему-то редко используют, и все стараются избегать. Но на самом деле очень благородный цвет. То есть, к примеру, в помещениях, где много дерева, натурального дерева, красного дерева, например, сказать, что-то под классику, под старину, такой вариант именно в таких цветах благородных очень хорошо будет подходить. Опять же, для кабинета цвет отличный. Если вам понравился такой вариант, как третий, и вы хотите его сделать более глянцевым, то можно воспользоваться теми советами, которые есть в видео по ссылочке сверху. Там я показываю, как без проблем заполировать любой паркетный лак. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь также на мою страницу в Instagram, ссылка на которую находится в описании под этим видео. Всем удачи, здоровья, пока!